Привет, друзья! С вами Валерий Казаков и олимпиадная задачка из Англии, 8 класс. Ну, заходи, будет интересно. Ну, попробуй сразу решить эту задачку. Дан квадрат ABCD, точка М на середине стороны АД, точка К на стороне СД. И оказалось, что БМ – это биссектриса угла АБК, биссектриса. Ну и вот известно, что площадь желтого треугольника равна 5. Нужно найти площадь квадрата. И вам даны ответы на выбор. Вы можете их проанализировать и, возможно, прийти к правильному ответу. Ну, еще вы можете ответить на вопрос, вот это флаг все-таки Англии или Великобритании? Оказывается, это я узнал, это два разных флага. Ну, поэтому мы вначале два слова скажем про эту самую Англию, а потом быстренько решим нашу задачу. Итак, Лондон, Биг Бен, это всем известно, но вот есть два крупных математика мирового уровня, Алан Тьюринг и Эндрю Уайльс. Ну, напишите, если вы знаете, что открыли эти математики, что они такого выдающегося сделали, что их знает весь мир. Ну и там в колледжах, конечно, изучают при подготовке к университетам математику на довольно приличном уровне, есть олимпиадная математика, вот у меня книжечка есть, вот я ее сфотографировал обложку, переведите, кто владеет английским. Я перевел как очень крутые математические задачки. Ну все, давайте попробуем решить эту крутую математическую задачку. Я удалю это, чтобы нам не мешало. И не спеша расскажу то решение, которое я придумал. Возможно, оно совпадет с вашим, возможно, нет. Ну, первое, что я вам напомню, это то, что БМ биссектриса, и что площадь вот этого желтого треугольничка, сколько у нас, 5, да, хотя могла быть и любой другой. Ну, пока 5 для простоты вычислений, скажем так. И нужно найти площадь нашего квадрата. Площадь нашего квадрата. И вот, оказывается, не так просто найти, если не сделать дополнительное построение. Какое дополнительное построение я сделаю? Вот я опущу высоту из точки М на БК. Кажется, прямой уголок. Здесь возьму точку П, скажу стоп. Так это что же прямой угол? Треугольнички мои равны. Вот этот треугольничек равен вот этому, правильно? Почему? Ну, по гипотенузе и острому углу. Я это запишу. Треугольник БАМ равен треугольнику БПМ по гипотенузе и острому углу. Что отсюда следует? Что МА равно МП, вот так, и что вот эти красненькие углы равны. Правильно? Ну, соответственно, поскольку треугольники равны их площади, ну, мы к этому придем позже. Но вот теперь сразу же получается, что и треугольник АПК равен треугольнику МДК. Да, почему они равны? Ну, уже по общей гипотенузе МК и катету, по катету и гипотенузе, я запишу это. Треугольник МПК будет равен треугольнику МДК по катету и гипотенузе. Что отсюда следует? Отсюда следует равенство вот этих углов. Ну, естественно, равенство площадей. Что площадь этого равна площади этого. Все, хорошо. Ну, посмотрите, два синих и два красных угла в сумме дают 180, один красный, один синий – 90. Значит, треугольник у нас желтый, прямоугольный, угол БМК прямой. Ну, понадобится это мне или нет, пока не знаю. Вот. Ну, я запишу для школьников. Как-то записывать нужно красиво. Вот это альфа углы. Это бета и бета углы. Тогда получается 2 альфа плюс 2 бета равно 180. Развернутый угол. Делим на 2 левую и правую часть этого равенства. Получается А плюс бета 90. Альфа плюс бета 90. Но альфа с вот этим уголком тоже дают 90. В треугольнике АБМ 90. Значит, этот уголок верхний равен синему углу, поэтому я его перекрашу. Вот это синий угол. Ну, естественно, вот этот угол будет красный. Тогда у меня треугольники подобны. Какие? БАМ подобен треугольнику МДК.
МДК по двум углам. А что отсюда следует? Отсюда следует, что стороны пропорциональны. Но АМ относится к АБ как 1 к 2. Ведь АМ – это половинка АД, это половинка АБ, правильно? То есть АМ относится к АБ так же, как КД относится к МД, КД к МД, и это равно 1 к 2. Ну, тогда я могу КД принять за х, МД за 2х, АМ 2х, а вся сторона АД, значит и АБ 4х. Ну, все. Ну, а дальше что? Дальше вариантов огромное множество. Я скажу так, что вот сумма площадей, зеленая точка и синяя точка, S1 и S2, равна площади желтого, то есть равна пятерке, правильно? Равна пятерке, то есть S1 плюс S2 равна 5. Ну, S1 площадь – это площадь прямоугольного треугольника. Она равна половине произведения катетов. S2 тоже равна площадь половине произведения катетов и равна пятерке. Ну, сократив на двоечку, мы придем к выводу 4х в квадрате плюс х в квадрате равно 5х в квадрате, 5х в квадрате равно 5х в квадрате равно единица. Ну, естественно, сам х единица, и дальше можно просто считать. 4х, это 4 площадь будет 4 в квадрате 16. Ну, я запишу как-то более красиво математически, что площадь квадрата, вообще говоря, это 4х в квадрате, 16х в квадрате, то есть х не буду находить даже. Х квадрат у меня единичка и все дела. 16, значит, ответ у меня B16. Я решил эту задачку. Ну, напишите, кто решил так же, кто по-другому, кто угадал ответ, и ему повезло. Я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, конечно, всем подписчикам канала, тем, кто оценивает нашу совместную работу, не дает вот геометрии раствориться в просторах мировых. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.